Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного полотна. Также в этом видео я покажу широкое и очень разнообразное его применение. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива я подготовила поролон 0,5 см толщиной. Его можно заменить абсолютно любым другим утеплителем, либо же уплотнителем. Также ткань я подобрала вот такую фактурную. И так как она у меня совсем тоненькая, то ее я буду проклеивать обычным швейным флизелином. Так как она у меня еще имеет большое растяжение, то приклеивать буду его крест-накрест. Для тех, кто не знает, как это сделать, у меня есть коротенькое, но подробное видео. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Так как швейная машинка при шитье поролона очень плохо его продвигает, и для того, чтобы было скольжение, в качестве нижнего слоя я использую самую обычную тонкую подкладочную ткань. Наносить разметку я буду только на верхнюю ткань, поэтому нижние слои убираю. Первую линию я провожу по центру и далее уже от нее вверх и также от нее вниз буду делать разметку. Если вам удобнее снизу вверх или сверху вниз, то, конечно же, делайте так. Вторую линию я провожу, отступив от первой ровно 1 сантиметр. И так продолжаю. Отступаю снова 1 сантиметр и снова провожу линию. Я разметку делаю портновским мылом, которое исчезает от горячего. Вы же можете воспользоваться мелом, либо же ручкой «Пиши, стирай». Вот что должно получиться. Теперь опять же таки можно начать с любой полосочки и делаем отметочки уже вертикальные, отступив от одной до другой метки ровно 2 сантиметра. Переходя на второй ряд, я смещаюсь на 1 сантиметр и продолжаю делать разметку по 2 сантиметра. Таким образом, моя разметка, а в дальнейшем и стежка будет имитацией кирпичной стенки. Вовсе не обязательно эту разметку делать под линейку, достаточно просто между каждым кирпичиком сделать вот такую линию. Вот что у меня получилось. Ткань верха и ткань низа обязательно на 1 сантиметр с каждой стороны должны быть больше, нежели ваш утеплитель либо уплотнитель. Стежка обязательно даст усадку, поэтому вся заготовка должна быть выкроена с запасом. Все три слоя я скалываю для того, чтобы слои не смещались относительно друг друга, а также на изнанке не образовывались защипы. Я возле машинки, длина стежка 2,5 мм. Начинаю делать строчку по намеченной линии просто по прямой. Перехожу на следующий ряд, не делая закрепок, не обрезая ниток, просто вот так по краю. Далее продолжаю двигаться, но у меня уже здесь будут перегородки. Дохожу до своей разметки, поворачиваюсь, и у меня здесь ровно 4 стежка. Дошла, повернула и иду в обратном направлении. Снова поворачиваюсь, снова прямо до следующей разметки. Поворачиваюсь. И снова у меня здесь 4 стежка. И так я продолжаю делать полностью всю заготовку. Если вам поворачивать полотно неудобно, вы можете пользоваться реверсом. Вот такой результат у меня после стежки. Еще виден след от мыла. И, как и говорила, мыло исчезает от горячего утюга, поэтому проутюживаю с паром. И основа моя готова. Покажу поближе. Вот так это выглядит. И вот так выглядит изнанка. Сейчас я буду приступать уже непосредственно к декору, но я оставляю место, на котором декора не будет. И это по 2 сантиметра с каждой стороны. Это для того, чтобы удобно шить будущее изделие.
И у меня размеры для декора 32 на 20 сантиметров. Конечно же, у вас могут быть абсолютно любые другие свои размеры, в зависимости от того, что вы захотите сшить. И когда вы уже видите наглядно свое полотно для декора, то вам легко определиться с размером окошка. Вы, может быть, захотите его больше, меньше. Ну, вот я вот так примерно прикладываю и понимаю, что вот, например, 7-8 сантиметров, ну и где-то вот так в ширину будет хорошо. И сначала вырезаю из бумаги. Прикладываю вот такие два прямоугольника и смотрю, нравится мне или нет. Как на меня слишком маленький размер, поэтому один вырежу немножко больше. Прикладываю размер больше и понимаю, что совершенно другой вид. Кстати, добавила я буквально по одной клеточке со всех сторон. И да, вырезаю шаблоны я чаще всего либо из миллиметровки, либо вот обычный листик в клеточку. Ну и так как я запланировала, что окна у меня будут аркой, то сразу же сделаю закругление. Причем сделаю как на маленькой детали, так и на побольше, чтобы сравнить уже наглядно. Ну и когда уже определилась с размером, то вырезать нужно внутреннюю часть. Так как я шаблон делала на листике в клеточку, сделать мне это очень легко. Отступаю с каждой стороны по 2 клеточки и вырезаю. Шаблон готов, можно вырезать из основного материала. Для этого можно использовать абсолютно любой фетр, я имею в виду любого цвета. Также можно воспользоваться искусственной кожей или же мебельной тканью. Я же буду вырезать из натуральной кожи. Вот у меня есть вот такой небольшой кусочек, и он мне понравился и по фактуре, и по цвету. Вырезала, приготовила. Теперь я ищу ткань с принтом, которая может имитировать, что мы можем видеть за окном. В моем случае я нашла две вот такие ткани. Здесь я хочу использовать вот эту свечу, чтобы она вот так, как будто бы стояла на подоконнике. А здесь цветочек. Но просто цветочек, да, это выглядит странно, поэтому цветочку нужна будет вазочка. В общем, любая принтованная ткань, возможно, у вас есть котики, собачки, ну, что вы там захотите, а возможно, просто ничего не, да, сделаете, ну, однотонным. То есть тут у каждого, во-первых, то, что найдется дома, а во-вторых, то, кому как больше нравится. Вырезаю из принтованной ткани по размеру. Вот я сначала обвела и теперь вырезаю. Несмотря на то, что видите, у меня здесь вот так я прикладываю и вижу, что у меня будет в итоге. Вот так это выглядит. Так как ткань тонкая, а у нас основа фактурная, чтобы эта фактура не была видна, я эти ткани проклеиваю флизелином для плотности. Если ткань у вас плотная, этого делать не нужно. Сейчас вы видите подбор или примерка абсолютно разных вариантов, что может быть похоже на штору, на тюль. Можно использовать также кружево, гипюр, все, что найдете, все примерьте, посмотрите, что вам больше нравится, то и используйте. Ну а я тем временем рисую шаблон к вазочке. По шаблону вырезаю из тоненькой натуральной кожи вот такую вазочку. Контрольная примерка. Вот так это будет выглядеть. И также я сразу же померяю с окошком. И да, мне все нравится. Идем к машинке. Длина стежка 2,4. Закрепок я не делаю. Отступив от края буквально 1 миллиметр, прошиваю вот так. Закрепок не делаю, так как внизу все это закроется следующей строчкой. Следующий этап, я пришиваю тюль. Сделала небольшую сборку и по самому краю, по верху пришила. Следующий этап, я пришиваю имитацию шторы. Она у меня короткая и вот такая двухслойная. Ее я пришиваю вот так, вот как она есть по самому краю. Теперь нужно пришить сами окна.
И для этого, конечно же, берете линейку и измеряете так, чтобы с одной и со второй стороны плюс по центру было все равномерно. И обратите внимание, что я пришиваю окна к основе пока без рамы, просто для того, чтобы их ровно зафиксировать. Я их закрепила с помощью портновских булавок. А вот теперь я накладываю рамы, все поправляю, все, чтобы было аккуратно. Вот так у меня будет тюль наружу. Но если у вас тюль, например, с двух сторон, если у вас окошко больше, то можно и внутри их туда зашить. В общем, все аккуратненько прикладываю. Так как у меня натуральная кожа, я булавками не прикалываю, просто уравниваю срезы, так как все выкроено по одному шаблону, и иду к машинке. На раме я прокладываю строчку по внешней и по внутренней стороне. Также обратите внимание, что у меня тюль, она будет завязана на одну сторону. И именно на этой стороне я и делаю закрепки. Конечно же, это не принципиально. Никто ваши закрепки рассматривать не будет. Но я люблю такие нюансы просто для себя. Я продумываю каждую строчку, каждый свой последующий шаг, и поэтому рассказываю вам ход своих мыслей. И вот я уже сделала с одной стороны, перехожу точно на той же стороне, куда будет завязана тюль. Также начинаю с закрепки и прохожусь по внутренней стороне. Вот таким образом. Далее я утюжу и завязываю с помощью сутажной ленты свою тюль в одну и во вторую сторону. Ну и дальше мне остается сделать декор. Для этого я подготовила разные цветочки. Ну, это так я захотела. Также понадобятся мне листики. У меня есть как вот такие готовые заготовки, так и тесемочки разные в виде цветочков. Опять же таки, все это мне подойдет. Это я уже все отобрала. Но это будет по расшивке, по декору будет отдельное подробное видео, так как, во-первых, не все захотят делать именно цветочки. Ну, конечно же, можно сделать декор абсолютно разным способом. Можно использовать пайетки, бисер, все, что вам больше нравится, все, что вам по душе, да, то есть я поэтому и разделяю два мастер-класса. Отдельно полотно и отдельно будет декор. Опять же, декор может зависеть от времени года. Например, вы захотите сделать зимний домик, и поэтому вам нужно просто пришить или вышить снежинки. Также будет красиво. То есть что-то, например, в осеннем листья вышить или же пришить в определенных осенних тонах, да. Ну, то есть тут можно на самом деле все очень по-разному обыграть и зависеть от того, какие у вас есть запасы вот этих всяких бусинок, бисера и пайеток. Вы видите, что у меня их достаточно, и здесь, как говорится, для творчества ограничений нет. Но также я вам хочу еще предложить несколько вариантов из тех мастер-классов, которые уже есть на моем канале. Например, вот такой короб. Я делала расшивку и показывала мастер-класс вот такого декора. Также есть мастер-классы и на вязание. Это все можно также использовать в декоре вот такой стенки дома. Следующий вариант — вот такие маки. Также на них не так давно был мастер-класс. Такие маки, и здесь немножко расшивка бисером в виде тут такой легкой росы. Это все также будет прекрасно смотреться в данном полотне. Ну и повторюсь, что расшивка именно того, что вы видите сейчас на своих экранах, обязательно будет
в следующем видео. Поэтому, если вы еще на мой канал не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также я вам обещала показать разные варианты применения данных полотен. И именно сейчас вы и видите его визуализацию. То, что буду шить из него я, обязательно вам покажу в своих новых видео. И в этом фото и видеоряде этого изделия нет. Ну а вы напишите, какое из вариантов, из изделий понравилось больше вас. Возможно, какое-то из них вас прям очень сильно удивило. И вы даже не думали, что такое полотно можно так применить. Потому что, на мой взгляд, некоторые из этих изделий прям очень очевидны, а некоторые прям большая неожиданность. И на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также пишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.